Всем привет! Как-то я делала видео о том, как произвести впечатление на корейцев. Ссылка будет в описании под этим видео, если кто-то не видел, либо в конце видео. Сегодня я хотела рассказать об одном из пунктов из того видео о манерах за столом в Корее. Сразу хочу предупредить, что сейчас в современном обществе эти правила уже отходят на второй план. Но если вам придется все же сидеть за столом, особенно с более старшим поколением, то эти правила, большинство из них нужно будет знать. Хотя, конечно, к иностранцу обычно корейцы относятся более снисходительно, но если вы будете знать все эти тонкости, правила этикета корейского, то произведете большое впечатление на корейцев. Для вашего удобства более важные обязательные пункты будут отмечаться восклицательным вот таким знаком. И сегодня этот выпуск мне помогут провести еще 3 влогера. Кёнха с канала Кёнха Мин, Тэгвон с канала Кимчи Опа и Егор с канала Online Japan. И начнем с фразы. Фраза перед тем, как вы начнете трапезу. Прежде чем приступить к еде, обычно в Корее говорят 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. что дословно означает «хорошо поем». Если вы сидите не в кругу друзей, а за столом присутствует более старший по возрасту, либо по рангу человек, то нужно обращать внимание именно на него. Как и везде в Корее, а за столом особенно, очень важно придерживаться иерархии. Расположившись за столом, не спешите сразу приступать к еде. Подождите, пока начнет старший. Трапезу в Корее начинает и заканчивает старший. Я сразу оговорюсь, под словом «старший» имеется в виду старший не только по возрасту, но и по рангу. Особенно, если эта разница большая. Значит, в Корее считается невежливым, если вы начинаете кушать раньше, чем это делает старший. И то же самое относится к завершению еды. То есть не очень хорошо, если вы закончите кушать раньше, чем поел старший. То есть быстро поели и все. Также не очень хорошо выходить из-за стола, когда все кушают. Поэтому продумайте заранее, если вам нужно будет выйти по нужде, лучше сходить до, либо после. Но если вдруг получилось так, что вы уже кушаете, и в это время приходит более старший по возрасту, либо по рангу, то для того, чтобы его поприветствовать, нужно встать и поклониться. И чем выше ранг, и чем более старше человек, тем ниже желательно поклониться. То же самое, если вдруг старшему приходится раньше уйти, как раз во время трапезы. Для того, чтобы попрощаться, нужно также встать и поклониться. И также, что касается старшего, в Корее мы подаем и принимаем 2 руками. То есть, если вы друзья, то можно одной рукой, если человек старше, то двумя руками, либо придерживая одной рукой, второй придерживая. Либо еще бывают варианты, когда вот держится за сердце. Одной подает, другой держится за сердце, либо чуть ниже. Также, когда вы сидите, да и не только сидите, в Корее невежливо трясти ногой. И, к слову, также невежливо скрещивать ноги, особенно если вы сидите напротив старшего. Но за столом обычно ног не видно, поэтому там не важно. Но если вдруг до еды или после вам придется где-то вместе сидеть, то старайтесь при более старших не скрещивать ноги. Следующий пункт достаточно спорный, потому что для многих, кто здесь живет, особенно в первое время, непривычно, так как многие корейцы чавкают. Но при этом по этикету неприлично издавать громкие звуки. Возможно, чавкать можно, но громкие звуки издавать во время еды не очень вежливо. Далее, что касается приборов. Основные приборы, традиционные в Корее, это металлическая ложка и палочки металлические. Это, наверное, единственная страна в Азии, по крайней мере на Дальнем Востоке, которые едят металлическими палочками. И, кстати, металлическими ложками. Они это начали делать очень давно. Самым старым сохранившимся металлическим ложкам сейчас более 1500 лет. Эта ложка, конечно, очень похожа на европейскую, но отличается от нее более тонким и длинным черенком, и сама ложка более округлая. И в Корее
Обычно на столе всегда присутствует рис и суп. Даже если ваше основное блюдо не суп, все равно в корейских ресторанах, скорее всего, вам принесут либо общую чашку побольше для всех, либо каждому по плошке, по небольшой такой чашечке. Поэтому металлическая ложка и палочки – это основные приборы в Корее, и на традиционном столе они всегда присутствуют. И, разумеется, в Корее есть правило пользования палочкой и ложкой. В Корее не едят одновременно палочками и ложкой, как, допустим, вилкой и ножом в европейских странах. Также нельзя держать палочки и ложку в одной руке. И, кстати, вот это вот очень важно. Нельзя втыкать палочки в рис. Так делают для покойников. К тому же, в отличие от Китая и Японии, в Корее рис едят ложкой, а не палочками. И в отличие от ложки, которую можно оставлять в чашке с супом, либо с рисом, палочки всегда нужно класть на стол. Далее, нельзя переворачивать ложку. Ложку либо половник, если вам вдруг принесли общую тарелку с супом и с половником, то да, их нельзя переворачивать. Это тоже делается для покойников. Также, в отличие от Китая и Японии, в Корее не поднимают чашки. Чашку с рисом, чашку с супом не поднимают. Все чашки должны стоять на столе, а не на весу. И, следовательно, в отличие от Японии, в Корее не пьют суп прямо из чашки. Далее, если вы едите с корейцами, то наверняка у вас будет общее блюдо и много общих закусок. Их нельзя выбирать. То есть, если вы едите с общей тарелки, нельзя выбирать кусочки, нужно взять первый попавшийся и съесть. И если вы заказали барбекю, либо какой-то суп, где вы должны сами приготовить за столом, то готовить должен младший по возрасту. И если вдруг старший проявляет инициативу, начинает резать мясо, раскладывать, то младший обычно забирает у него и готовит сам. То есть младшие должны ухаживать за старшими. Так же, как в России нельзя выкидывать хлеб, в Корее нельзя выкидывать рис. Поэтому рис нужно всегда доедать до конца. И далее, что касается алкоголя. Как и в России, практически ни одно застолье в Корее не обходится без алкоголя, поэтому там тоже есть свои правила. И первое, если вам наливают алкоголь, то стакан нужно держать на весу. И если вам наливает человек старше по возрасту, либо по рангу, то нужно держать двумя руками стакан. И наоборот, если вы наливаете человеку старшему, то нужно держать бутылку двумя руками. В общем, все, что касается этикета в Корее, подавать и принимать нужно двумя руками. Следующее. В Корее не принято наливать себе. Есть суеверие, что если человек будет наливать сам себе, то, скорее всего, он останется одиноким. Поэтому человек, который разливает всем по очереди, в конце ставит бутылку на стол, и обычно человек напротив берет эту бутылку и наливает ему. И здесь есть небольшой прием, который использует обычно более молодое поколение. Если вдруг стол оказался большим, а рядом никого нет, и человеку напротив не получается налить, то он может сказать Wi-Fi. То есть как будто ты не сам себе наливаешь, а он наливает себе удаленно на расстоянии. Также есть одно правило, оно обычно касается людей намного младше. После того, как все чокнулись, более младше, и чаще всего это девушки, выпивая, отворачиваются и частенько закрывают стакан рукой. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. И мы почти закончили. Единственное, я хочу добавить два дополнения, которые, в общем-то, не обязательны, но, возможно, пригодятся. Очень часто рис в Корее подают в металлических чашках с крышкой. И перед едой многие трясут эту чашку для того, чтобы весь рис сцепился вместе. Таким образом, крышка также очищается от прилипших рисинок. И второе дополнение касается, опять же, палочек. Есть в Корее суеверие, что если ты держишь палочки близко к основанию, то будешь бедным. В это суеверие мало кто верит сейчас, но где-то в провинции бабушки могут учить своих внуков и детей правильно держать палочки, то есть подальше от основания. И на этом все, по крайней мере, все, что я знаю.
Если я вдруг что-то упустила, пропустила, либо просто забыла, то оставляйте в комментариях под этим видео. И еще раз хочу повториться, не обязательно соблюдать все эти правила, тем более сейчас, тем более в современной Корее, да, где-то в районе Сеула, среди молодежи. Но если вы хотите произвести впечатление на корейцев своими манерами за столом, то, конечно, они это оценят. И да, если вы планируете общаться не только со своими ровесниками, но и с людьми выше рангом, либо возрастом в Корее, то эти правила вам пригодятся. На этом все. Всем удачи. Пока-пока. Далее, расположившись на столе, что ли? Да блин. Под столом.